Алоха, Барби! Алоха, Кен! Рада приветствовать вас на канале Бульбина Долл. Я Альбина. Добро пожаловать всем. Рада всех видеть. Сегодня я хочу поговорить с вами о любимых мультиках нашего детства. Лично я, как и многие, росла на мультиках студии Walt Disney. В 2002 году вышел один мультфильм, который является моим самым любимым по сей день. Несложно догадаться, какой именно, правда? Да, это Лило и Стич. Это просто моя любовь любовная. В центре сюжета этого мультфильма инопланетянин, появившийся в результате незаконных экспериментов сумасшедшего профессора по имени Джамбо. Что это за мерзкое страшилище? Страшилище? Перед вами первый представитель небывалой разновидности. Я назвал его «Эксперимент 626». Инопланетянин сбежал со своей родной, так сказать, планеты, и его космический корабль потерпел крушение на планете Земля, а именно на Гавайских островах. Там Стич, этот инопланетянин, попал в семью девочки по имени Лила. В результате их долгих приключений ей удается из монстра-разрушителя сделать милого домашнего питомца, а впоследствии своего лучшего друга. Стич полностью перевоспитывается, и они становятся настоящей дружной аханой, то есть семьей. Кто вы такие? Это моя семья. Я сам ее нашел. Она маленькая и неполная, но все же хорошая. Да, все же хорошая. Если вдруг вы не смотрели этот мультфильм по какой-то причине, то я настоятельно рекомендую. Он будет интересен не только детям, но и прекрасно смотрится во взрослом возрасте. Я лично его очень часто пересматриваю, это же мой любимый мультфильм. И, боже, реву каждый раз от торжественности, радости, всего такого. В детстве я просто помешалась на персонаже Стича. Я на самом деле мечтала и молилась даже, чтобы его корабль разбился где-то у меня в огороде, и чтобы он стал моим лучшим другом. Это опять я. Мне очень нужен хороший друг, который не будет от меня убегать. Может, ты пошлешь мне ангела, самого славного из тех, что у тебя есть. Собака! Но поскольку годы шли, он никак ко мне не прилетал, я захотела его хотя бы в виде игрушки. Но это были 2000-е, у нас таких игрушек в помине было не сыскать, я была очень расстроена. Мои родители даже пытались найти швею, которая взялась бы пошить плюшевого Стича, но никто не брал. Единственный мерч, который удалось тогда достать, это игрушки по Лило и Стичу из Макдональдса Happy Meal. Вот, они у меня там стоят. Кстати, недостающие, с радостью куплю у кого-нибудь в Украине, если кто-то продает. У меня вот есть корабль Стича, инопланетяне, Лила, и был маленький вот такого размера Стич. Я в детстве его просто обожала. Он был с шарнирами, руки-ноги гнулись. Его можно было крепить на этот корабль и на этот велосипедик, все как в мультике. Но однажды к моим родителям в гости пришли друзья с детьми. И после этого своего Стичика я не видела. Если вы, будучи взрослыми, вдруг увидите это видео, знайте, я вас простила. Или нет? В общем, моему горю не было предела, но как-то я это пережила, продолжая мечтать о полноценной мягкой игрушке Стича, а лучше настоящем живом инопланетянине. И аж накануне моего 20-летия я однажды увидела в интернете мягкую игрушку Стича в продаже. Я поняла, что в 20 лет это самое необходимое для меня, это был бы лучший подарок. Родители вызвались мне подарить его, и, в общем-то, вот он. На свой 20-й день рождения я наконец-то получила свою мечту. Кстати, как сейчас помню, мама говорила с продавцом интернет-магазина, где он продавался, по телефону. И ей говорят, типа, заказ отправлен, пусть радует вашего малыша.
20-летнего. Мы ржали, родители усыкались, что ой, в 20 лет до сих пор игрушки интересны. Знали бы они, что и спустя почти десяток лет ничего не поменяется. Что-то я заболталась, завспоминалась. Надеюсь, вам не скучно меня слушать, и вы еще не перелистнули это видео. В общем-то, к чему весь этот мой маскарад и эти истории про любимые мультфильмы? А к тому, что мою любовь к Стичу можно описать одной известной цитатой. После стольких лет всегда. Потому что в 23-м году, то есть в прошлом году, вышла кукла, вдохновленная персонажем Стича. Ну и что вы думаете? Конечно же, она сразу пополнила мою коллекцию. Как я говорила, я люблю, чтобы куклы понастаивались у меня в коробочке. Она долго ждала своего часа, как и все мои куклы в основном. И сегодня, наконец-то, уже налюбовавшись ею в коробке, я хочу, наконец-то, ее открыть и рассмотреть вместе с вами. Эта кукла вышла во второй волне линейки кукол под названием Ailey Forever от производителя Jakks Pacific. Я думаю, что Ailey Forever расшифровываются как I love you forever, то есть я люблю тебя навсегда. Эта линейка была выпущена в честь 100-й годовщины компании Disney и представляет собой поклонниц разных диснеевских персонажей. Сначала это были поклонницы разных диснеевских принцесс, а впоследствии начали выпускаться и там поклонница Бэмби и вот Стича. Блин, вы на нее только посмотрите, это какая-то тупая, темно-русые волосы, улыбака, фанатка Стича. Тупая. Коробка очень прикольная. Спереди прозрачный пластик, видна кукла со всеми аксессуарами. Вверху надпись Celebrate Disney и цифра 100, то есть празднуем столетие Диснея. Внизу название линейки кукол Ailey Forever Disney. И конкретно название этой куклы I Love Stitch, то есть это конкретно кукла, вдохновленная Стичем. Сбоку очаровательное изображение самого Стича. Боже, какой он милашек. Вокруг него гавайские цветочки. Сбоку кукла в дополнительном аутфите, который с ней идет в комплекте. Снова гавайские цветы. Кстати, этот цветок – это важный атрибут гавайской культуры. Насколько я знаю, он называется гавайский гибискус. И он часто мелькает в мультике, само собой. С другой стороны, увеличенное тоже изображение Стича. Сзади коробки I Love Stitch и надпись «Создай свой собственный лук, вдохновленный Стичем». И изображение куклы в разных вариациях, как можно комбинировать ее вещи. Ниже изображены другие куклы серии. Указано, что кукла произведена в 23-м году. Производитель Jakks Pacific. Сделана в Китае. Кстати, я забыла вам показать очень интимную, но важную для этого обзора деталь. Коротко о том, насколько я люблю Стича. Я тупо забыла, что у меня татуировка Стича на ноге. А люди еще говорят, типа, вот, а если татуировки вам надоедят, что вы будете делать? Да я, забыла, что она у меня есть, и я сейчас довольная сижу, у меня есть татуировка Стича. В общем-то, коробка мне очень нравится, потому что здесь классный Стич и красивые голографические переливы. Но, пожалуй, прощаемся с этой милой коробочкой. Давайте ее распаковывать. Кстати, пока я тут буду мучиться и рвать эту прекрасную коробку, хотела вернуться к теме любимых мультиков. Видела в ТикТоке видос какого-то вроде бы психолога, ну я даже не помню, как зовут, но в чем суть? Он утверждает, что вот самый любимый мультик нашего детства, который прям вот был одним, единственным, самым любимым, очень сильно влияет на личность в будущем. И то есть человек строит свою личность и жизнь, опираясь на этот мультик. У меня, кстати, полное совпадение, потому что главный лозунг Лило и Стича – это «Ахана значит семья, а в семье никогда никого не забывают и не бросают». И вот для меня всю жизнь главное – это семья, просто очень сильно. То есть можно сказать, что этот психолог прав. Напишите в комментариях, какой был ваш любимый мультик детства и есть ли совпадение, те же ценности, которые этот мультик прививает у вас или нет. Мне очень интересно. Гляди на него. Это же явно мутант какой-то. Не иначе. Надо его немедленно отдать. Он сирота, и мы его усыновили. Как же тогда Ахана? Он недолго тут прожил.
дожил. И я недолго. Папа говорил, Ахана значит семья. Ахана значит семья. В семье не Не бросят. бросят никого и никогда. И... И не забудут. Мне кажется, я быстрее оторву свои ногти, чем эту коробку распакую. Народ, если у вас есть куклы этой серии, вы как раз планируете ее скоро распаковывать и надеетесь сохранить коробку, не надейтесь. Ее только рвать. Куски клея. Вот так выглядит куколка на заднике. Отсоединяем. Здесь надпись «Колечко для тебя». Спасибо. Милое колечко в виде эмблемки Микки Мауса. Это эмблема Диснея, насколько я помню. Синенькая под мой аутфит. Супер. Я буду носить. Мне пофиг. Упаковочка тут совсем не для детей. Они бы ее еще гвоздями прибили к этой коробке, честное слово. Тут 5 hours later, а я никак ее не распакую. Боже, это был целый квест. Я не знаю, с чьим освобождением попросить вас поздравить в комментариях, с моим или ее. Я сложнее и тупее упаковки еще не видела. Ну, не то чтобы тупее, ну, короче, намертво куклу эту прибили. С освобождением нас обеих. С куклой в комплекте не было подставки, поэтому я взяла свою. Итак, что мы видим? Во-первых, я впервые держу в руках куколку серии Айли. Это, конечно, совсем не похоже ни на Барби, ни на одну из мне известных. У нее совершенно другой тип тела, мы его рассмотрим позже. Она совершенно другая. Рассмотрим ее поближе. Шапочку я пока сниму для удобства. Ну, сразу, что бросается в глаза, это то, что у нее достаточно крупная голова относительно тех же Барби. Милое, доброе лицо. Глаза нарисованные. Это вторая волна кукол, а говорят, у первой были вставные глаза. Жаль, что этого изменили. Было бы интересно посмотреть. Брови под цвет волос. Легкие блесточки на веках и тени такие перламутровые, розовые. Прорисованы 3 реснички, стрелка, глаза голубые с 2 бликами. А на нижнем веке 4 маленькие реснички в цвет волос. Нежно-розовая помада, насыщенный розовый румянец на щеках. Красивые волосы. Мне нравится цвет. В коробке мне казалось, что он такой же, как у меня, но у меня явно потемнее прилично. Она даже какая-то рыжеватая. У меня, кстати, так на солнце мои волосы выглядят, почему мне и показалось, что у нас одинаковый цвет волос. Прошивка достаточно хорошая, на удивление. Единственное, в коробке прическа разлеглась на 2 стороны, но в целом очень симпатично. Волосы такие гофрированные, волнистые. Конечно, этих кукол все берут, в первую очередь, наверное, ради аутфитов. Первый, тот, который был надет на куклу изначально, он состоит из милой шапочки, такой плюшевой, как будто бы шерстка Стича. На ней надпись 626. Это номер эксперимента, в ходе которого появился Стич. Вообще, его изначальное имя 626. Стичем его назвала уже Лила, когда взяла его в приюте для животных. Вам надо придумать ему имя. Его зовут Стич. Но собак так не называют. То есть в Исландии. А у нас вполне можно. Значит, Стич, с вас $2 за лицензию. Я покупаю. Одолжи мне $2. Теперь он твой. Белый топ с черными бретельками, весь в каких-то узорах кораллового и такого оранжевого цвета. Спереди просто очаровательная мордашка Стича с высунутым языком, милашек. Офигенный топик. Шорты джинсовые с легкой бахромой по нижнему краю, простроченные ниткой, имитация карманов, ширинки. Очень, кстати, хорошо выглядят, мне нравятся. Справа на джинсах отпечаток лапки Стича. Это такие
детальки для фаната это просто роскошь. Как мне интересно это рассматривать все. Но. Сверху на кукле накидка с тонкого-тонкого материала, знаете, как пляжные накидочки. Очень такая воздушная, нежная, красивая, голубого цвета. И кучей изображений Стича. Вся украшена листами пальмы. Ага, здесь еще изображение подруги Стича. Это уже где-то в продолжениях было. Их я плохо помню, потому что пересматриваю я обычно именно первую часть. Приятнейшая вещичка. Мне безумно нравится. Как я давно хотела уже ее достать из коробки и пощупать. На ногах у куклы шлепанцы голубого цвета. Вверх это имитация листьев пальмы. На подошве якобы лапы Стича и царапины. Он как будто бы царапает подошву обуви. Посередине сердечко с надписью Айли. Ну, эмблема кукол Айли. В руках у куклы милейшая сумка или шопер. Она как будто бы какая-то бамбуковая или типа того. Спереди силуэт головы Стича, его имя. Кстати, это вроде бы как переводится как стежок, но я не очень могу понять, почему его именно так назвали. На сумке висят два брелочка. Первый в виде гавайского гибискуса, который мы уже упоминали. Второй, это, наверное, символизирует доску для серфинга. В мультике тоже много о серфинге. Наверное, на Гавайях все катаются, я не знаю. На нем надпись «Ахана», значит, семья. Сумка раскрывается, она на двух ручках. Внутри просто кусок голографического картона. В сумку можно что-то плоское относительно положить. Но она очень прикольная и реалистичная. Эти брелочки — это просто прелесть. В общем, первый аутфит просто очаровательный. Я в полнейшем восторге. Это ровно то, чего я ожидала. Качество тканей превысило мои ожидания. Кукла-то относительно недорогая. Я как-то думала, будет абышо. Но красивое абышо, это было видно и в коробке. Ну, в общем, вот так она выглядит в своем первом аутфите, а, как я уже говорила, с куклами Айли идет второй аутфит, так что время сменить образ. Ку-ку, мы во втором аутфите. Ну, вы понимаете, да, серьезность ситуации. Второй аутфит куклы представляет собой коралловый топ, завязанный на узелок снизу, синяя надпись с белой обводкой «Ахана». Как я уже говорила, это значит «семья». Кстати, это не просто выдуманное слово для мультика. Ахана – это важная составляющая гавайской культуры. Она означает семью в широком смысле этого слова. То есть это и кровные родственники, и усыновленные, нареченные. Близкие друзья также могут называться Аханой. Кстати, подписчики, я смело могу назвать вас Аханой. Надеюсь, вы не против. Напишите в комментариях об этом свое мнение. Можете гневно написать там, какая я тебе Ахана. В общем, продолжаем рассматривать второй аутфит. Юбка многоярусная. Сверху ткань светло-голубого цвета, усеянная все теми же гавайскими цветочками. Второй ярус юбки чуть более темного оттенка голубого. Весь в тех же узорах, что и накидка от первого аутфита. Ну и самая нижняя часть темно-синяя. Все ярусы прострочены красной ниткой. Коралловые босоножки. В комплекте также идут очки светло-светло-голубого цвета. Сверху надписи Stitch и 626, номер эксперимента. Прекрасно держится на лице куклы. Также в комплекте идет очаровательная сумочка в форме головы Стича. Странное, конечно, решение. Лучше не смотри на это, маленький. Но мне, конечно, очень нравится. Я бы такую сумку себе безумно хотела. Если где-то такую в продаже видели, маякните мне, пожалуйста, куда-нибудь. Я бы такую носила точно. В общем, она очень милая. Детализированная голова Стича, улыбка, закрытые глазки. Ой. Первый аутфит мне точно нравится больше. Эти шорты, топ и накидка – это просто прелесть. Во втором для меня слишком пестрая юбка. Какая-то она наляпистая. А какой аутфит больше нравится вам? Пишите в комментариях.
предлагаю рассмотреть ее тело и подвижность. Для меня это очень интересно, потому что я впервые держу куколку Айли в руках. Голова проворачивается вокруг своей оси, наклоняется из стороны в сторону. Вперед не наклоняется, назад еле-еле, ну, то есть она может просто слегка кивать. Руки разводятся в стороны, прокручиваются по кругу. Шарнир в локтях и в кисти. Кисть гнется в любую сторону. В локте также проворачивается, гнется. Шарнир в коленях. Странные, кстати, достаточно шарниры. Я таких еще не видела. Кстати, на ноге небольшой брак, какое-то пятно синее, что-то отпечаталось в коробке. Молдированные голубые трусы. На трусах сердечки и надпись «Айли, Айли, Айли». Тело такое, более какое-то подростковое, мне кажется. Вот так она выглядит в сравнении со стандартной, пышной, миниатюрной Барби. Конечно же, я захотела примерить одежду от Айли на других кукол. Как мы видим, стандартной Барби одежда подходит просто идеально. Пышке идеально подходит верхняя часть одежды, то есть кофты от Айли, ну а нижняя только налазит, но не застегивается. Миниатюрной, в принципе, тоже подходит, но слегка великовато. Шапка, очки и обувь не подходят ни одной. Шапку можно еще как-то примастырить, но она огромная. Вот такая вот куколка пополнила мою коллекцию. Честно, я в полнейшем восторге. Во-первых, мне действительно очень понравилась сама кукла Айли. Я бы, наверное, не против и других поселить в коллекции. Она очень миленькая. Аутфиты — это просто отдельный разговор. Они просто великолепные. И то, что они подходят многим куклам, это практично, круто, удобно. И просто масса вариантов для фотосессий и так далее. На часах уже начало 3-го, а я для вас обзорчики записываю. Завтра я буду играться этой куклой во всю катушку, хочу ее переодевать, померить на нее одежду Барби. Ну, очевидно, обувь только от Айли и подходит. В общем, я действительно очень довольна. Как вам куколка? Есть ли у вас в коллекции эти прекрасные фанатки Диснея? Если есть, то какие? Обязательно напишите ваш любимый мультик. Не забудьте, пожалуйста. Мне правда интересен этот тест, или, как сказать, от того психолога из ТикТока. Буду очень рада каждому лайку, каждой подписке, комментарию. Колокольчик нажимайте, чтобы не пропустить видео, которые у меня так редко выходят. Я стараюсь изо всех сил снимать быстрее, особенно быстрее монтировать. Это у меня занимает уйму времени. Но пока как-то так. Для вас буду очень стараться. Только поддержите меня, пожалуйста, комментариями и лайками, если вам интересно и нравятся мои видео и распаковочки. Каждому желаю встретить такого верного друга, как Стич. Ну а с вами была я, Альбина, и куколка-фанатка Стича. Мы 2 фанатки Стича. И до скорых встреч! Все. Народ, и снова здравствуйте. В общем, вчера сняла я вам обзор, а сегодня случилось не иначе, как чудо. Вчера я с вами поделилась, только поделилась историей о том, как дети украли у меня маленького Стича, статуэтку-игрушку. А сегодня захожу я в Аврору магазин. И вижу там это. Разные статуэтки Стича. Но это чудо какое-то. Конечно, он совершенно не такой, как был в моем детстве, но по размеру подходит. И он просто очаровательный. Так что, кукла, принимай подарок. Боже, ну милашек и все. В общем, спасибо магазину Аврора. Теперь у моей новой куколки есть ее маленький Стичик. Ну, не знаю. Я, наверное, просто обязана эту куклу теперь назвать какой-нибудь Альби в честь себя. Как бы нарциссично это не было, но слишком она мне меня напоминает. Ну, посмотрите. И у меня мини-Стич, и у нее мини-Стич, и мы 2 поехавшие по Стичу, учитывая, сколько у нее мерча. В общем, спасибо всем за просмотр еще раз. И всем хорошего дня.